25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ, и теперь у нас есть Московский государственный университет, или МГУ. И с тех пор 25 января в России отмечают День студента. Поэтому я поздравляю всех студентов и всех, кто что-либо изучает, с этим праздником. И сегодня предлагаю поговорить о студенческом сленге русских студентов. Пусть первым словом сегодняшнего дня будет первак. Это студент, который только что поступил в университет и учится на первом курсе университета. Когда студент поступает в университет, ему выдают такую небольшую книжечку, где есть его фотография, название факультета, направление, печать. И эта маленькая книжечка называется «Студенческий билет». На языке студенческого сленга это студак. К сожалению, не могу вам показать мой студак, потому что я уже не учусь в университете, и свои студаки я оставила в России. И, кстати, пару раз в своей жизни студак я теряла, потому что это маленькая книжечка, которую нужно всегда носить с собой. Она может выполнять роль пропуска, может помогать вам получить скидку, например, на билет в музей, на билет на транспорт и так далее. В общем, ты ее носишь постоянно с собой в кармане, и из кармана, естественно, она может упасть. Да, я 2, наверное, раза теряла студак. Вот такая Маша-растеряша. Следующее слово – общага. Вы быстро, наверное, догадаетесь, что это такое. Это общежитие, это место. Обычно это большое здание, многоэтажное, многоквартирное, где живут студенты. Общежитие может быть платным, может быть бесплатным, но в любом случае общежитие это намного дешевле, чем снимать квартиру. Итак, у нас есть первак, у первака есть студак, первак живет в общаге, но также первак ходит в универ. Универ – это университет. И в универе ему преподает кто? Препод. Конечно же, препод. Преподаватель – слишком длинное слово, правда? Препод. Вот он, студенческий сленг. Препод может задать домашку. Домашка – это домашнее задание. Если студент делает домашку хорошо и регулярно ходит в универ, то он может сдать экзамен автоматом. Вот представьте, что вы очень хорошо учились в течение семестра, у вас уже хорошая оценка накопилась, она, кстати, называется накопом. Накоп – это накопитель, та оценка, которая у вас накопилась в течение семестра. И в конце семестра приходит время сессии, время экзаменов. Преподаватель вам может предложить какую-то оценку. И вы не должны при этом сдавать экзамен, потому что вы уже хорошо потрудились в течение семестра. Это и называется сдать экзамен автоматом. Автоматом – это не от слова автомат, это от слова автоматически. Когда у студента много автоматов в экзаменационную сессию, обычно студенты очень радуются. Это большое облегчение и счастье, когда не нужно сдавать 10 экзаменов, а можно сдать только 2 экзамена, остальные экзамены автоматом. Если студент учится очень хорошо, то он даже может получать стипендию. На языке студенческого сленга это стипуха. Стипуха обычно не очень большая, но это зависит от университета. В разных университетах платят разную стипуху. Кому-то платят 2000 рублей в месяц, кому-то платят 5000 рублей в месяц, кому-то платят 10 тысяч рублей в месяц. И я даже знаю такие университеты, где платят 20 тысяч рублей в месяц.
как степуху. Хорошая степуха получается. А если студент учится не очень, не делает домашки, не ходит в универ, то он может вылететь из универа. Вылететь из института, вылететь из университета – это значит быть отчисленным, когда университет вам предлагает уйти, выгоняет вас, отчисляет вас. Все перваки боятся вылететь из универа. Это помню по себе. Если вы студент, я поздравляю вас с этим праздником, с Днем студента. Если вы просто изучаете что-нибудь, а если вы подписаны на меня, то вы, скорее всего, изучаете русский язык. Я вас тоже поздравляю. Вы хоть и не учитесь в университете, тоже студент. А еще сегодня в России поздравляют женщин с именем Татьяна, Таня, потому что Елизавета Петровна подписала тот самый указ, помните, о котором я говорила в начале, в Татьянин день. Это был день имени Татьяны Римской, великомученицы, святой. И до сих пор 25 января отмечают не только День студента, но и Татьянин день. Так что, Татьяна, я знаю, что ты меня смотришь. Поздравляю тебя. А на этом все на сегодня. Друзья мои, всегда оставайтесь студентами в душе, потому что, не зря говорят, что студенчество – это самое классное время в жизни. Пусть оно будет с вами всегда. Пока-пока.